Были семена, через 2 дня получились вот такие росточки. И еще через день получаются вот такие обалденные, полезные, сочные, вкусные росточки. Погнали, покажу подробно, как это делать. Вперед! Я просто взял пищевой контейнер любой в магазине, сделал в нем кучу отверстий, чтобы семена не вылетали, и проращиватель готов. Но я хочу использовать стеклянный проращиватель, перейти на стекло. Смотрите, самый простой вариант — купить соковыжималку для цитрусовых, вот такую, с маленькими отверстиями. Все, готовый проращиватель, даже дырки не надо делать. Смотрите, дырочки есть, вода стекает. Приступим к проращиванию семян люцерны. Первое, надо купить хорошие семена люцерны. Где можно купить семена люцерны? Понятно, в интернет-магазинах они продаются. Еще можно купить на рынке, где продают корма для животных. Люцерна — это кормовая культура. Также может называться клевер, это в принципе одно и то же, или конюшина. Клевер, конюшина, люцерна. Запомнили. Берем нашу баночку и сразу же продумываем, как будет стекать вода. Здесь-то понятно, шеф сделал отверстие, вода стекает, все хорошо. Тут тоже понятно, есть отверстие, вода стекает хорошо, но здесь отверстий в банке нет. Что делать? Я подбираю на такие случаи сито. Сито, чтобы семена не пролетали сквозь очко. Поняли? Сквозь очко, чтобы семена не пролетали в сите. И все хорошо. Ставим сито сверху, сливаем 5 столовых ложек семян люцерны. И по итогу банка будет полная. 2, вообще там 1/20 часть от объема. Но они набухнут, они прорастут, и будет полная банка. И я даже думаю, что я много насыпал семян, будут толкаться. Но я начну их подъедать. И толкаться они не будут, потому что ростки — это очень полезно, это очень вкусно, это природные витамины. Вам не надо будет ходить в аптеке, потому что вы не будете болеть, ребята. Они кучу энергии, вы просто бодрячком. Вы встаете рано, ложитесь поздно. А эта еда, наоборот, супер концентрированная на полезные вещества. Поэтому... Ух ты, блядь. Ух. Видали, какая у меня скорость была? И это все под ростками. Камера летит, я со скоростью света, как флеш, двигаюсь. Ловлю ее благодаря росточкам. Ух ты, вы мои любимые. Вкусная моя прелесть. Быстро подписка на канал. Я подожду немножко. Это важно, ребята. Вы думаете, подпишитесь. Рекомендую. Подпишитесь прямо сейчас и поставьте колокольчик. Все, сделали. Погнали дальше. Смотрите, первый залив делаем. Те семена, которые всплыли, мы убираем. Всплывают семена легкие, пустышки. Они нам не надо, ребят. Они просто будут гнить или будут мешать. Смотрите, видите? Водичка немножко помутнела. Кое-какие семена всплыли, но вообще по минимуму. Сливаем эту мутную воду. Набираем воды еще, ребята. 5 раз больше, чем семян, потому что семена активно набухают. И добавляем перекись водорода. 30-50 мл на 1 литр воды. Вот у меня в одной ложке 15-20 мл. Тут у меня пол-литра. Все, вот этого хватит. Чуть-чуть. 1 столовую ложку. Для чего мы добавляем перекись водорода? Первое — это обеззараживание. Что там, кто там, глисты, плесень, что-то там. Все, перекись водорода укокошит. Второй момент: перекись водорода размягчает оболочку семян, и они быстрее прорастают. Все, первый этап сделан. Очень быстро, очень легко. И забываем про эту банку, оставляем ее не на солнце, в обычной комнатной температуре на 10-12 часов, то есть на ночь. То есть раз промыли, смотрите, водичка чистая, все, значит промыли, больше промывать надо. И каждый раз сливаем полностью воду, максимально. Сито с банками самое больше нравится. Ничего не пролетает. Стеклянная классная банка. Поставили сверху сито и слили. Все, я прям вот так вот с ситом, и у меня стоит оно весь день. Посмотрим, что будет дальше. Это я промыл утром, встал. И еще промою на ночь вечером. Возможно, промою в обед, зависит от температуры. Если у вас дома жара, то надо 2-3 раза в день мыть. Если дома прохладненько, то хватит 1 раза в день. Поехали дальше. Через 12 часов что дальше? Сегодня следующий день. Они уже почти что готовы. Смотрите, как проросли за ночь. Видите, какая скорость прорастания? И мы опять промываем их.
То есть моем каждый раз. Смотрите, уже полная банка, даже больше, чем надо. Вот, смотрите, как проросли ростки, ребята. Я их назад в банку ложу, наш проращиватель, и сливаю. Все. И опять оставляем. И вечером уже, я думаю, сегодня они будут готовы. Мы их будем употреблять уже в пищу, поставим в холодильник. Беру наши ростки. Вот самое главное в банке. Смотрите, как они проросли. Вау, смотрите, как проросло. Круто. И что в итоге? Прошло 3 дня, утро 3-го дня, у нас полная банка ростков. Посмотрите, они заняли все пространство в банке полностью. Оккупировали, класс. Сколько мы насыпали семян, вы помните, совсем чуть-чуть. А ростков, их даже тяжело достать. Ого, как они там разрослись. Вот такое количество ростков в магазине стоит 2-3 доллара, то есть не дешевое удовольствие. А дома, когда вы делаете, это копейки. Смотрите, сколько их. Вообще чудо. Смотрите, какая гора ростков. Так, ну строители, ну пожалуйста, ребята, дайте мне доснимать выпуск. И это всего лишь 50 миллилитров рюмка семян люцерны и целая гора ростков. Вы представляете? Просто шок. Как так? Как так? Ребята, вы пишете комменты, задаете вопросы, но намного удобнее отвечать в Инстаграм. Кто подписан на меня, знает, что мне в директ можно прислать фоточку или вашу проблему, и я лично отвечу. Отвечаю в Инстаграме каждому. Поэтому, если ты еще не подписан на Инстаграм, быстро заходи, там более живое общение. Ссылка на Инстаграм в первом прикрепленном комментарии к этому видео, а также в описании видео. Жду в Инсте, плотно общаемся. Микрозелень вперед!